Динозавры, как известно каждому школьнику, были не только самыми ужасными существами, когда-либо бродившими по Земле, но и самыми захватывающими, а значит и лучшими. Пиком их золотого века был период, когда чудовищные рептилии и свирепые хищники правили на этой планете. Одни виды динозавров были огромны как гора, другие маленькие как мышь. Некоторые были очень медлительными, а другие быстрые как молния. И все они, безусловно, заслуживают нашего внимания. Действительно ли динозавры были самыми захватывающими и интересными существами, когда-либо бродившими по планете? Пришло время обратить больше внимания на других доисторических невероятных существ, которые жили до времен динозавров, во время их существования и после их исчезновения. Сегодня мы запускаем серию выпусков про виды живых существ на планете, чьи предки топтали Землю вместе с динозаврами десятки или даже сотни миллионов лет назад. В первом выпуске этой серии мы расскажем вам про некоторые виды смертоносных млекопитающих. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски. Обязательно оценивайте наши видео и пишите комментарии. А мы продолжаем. Динозавры очаровывали публику на протяжении многих поколений, а млекопитающие на их фоне всегда казались мелкими и беззащитными. Честно говоря, биологический класс млекопитающих вносит довольно приличный вклад в доисторическую летопись. Подумайте, например, о шерстистом мамонте или об одном из многих саблезубых тигров – смелодоне. Но даже несмотря на это, так и не был снят масштабный фильм «Плеоценовый парк» или «Затерянная долина сумчатых». А если бы существовал телесериал, когда млекопитающие бродили по Америке, то, скорее всего, оставили бы рекламодатели с горьким разочарованием. Мы любим динозавров, которые продолжают волновать и интриговать нас. Но мы уверены, что существует множество существ, которые жили как до эпохи динозавров, так и после ее. Но они менее известны. Возможно, они были не лучше динозавров, но определенно более умные, скрытные и более способные к выживанию в любой окружающей среде, чем их соседи-динозавры. Представляем вашему вниманию 10 доисторических млекопитающих животных, которым пора выйти из тени динозавров и занять свое достойное место в общественном сознании. Все участники нашего топа были не просто милыми и пушистыми зверьками, они являлись смертоносной грозой для многих живых существ своего времени, которые обходили бы стороной даже динозавры. Итак, поехали! На 10-м месте у нас репеномам. Репеномам обитал в меловой период, около 125 миллионов лет назад, и весил всего около 3,5 килограмм. В то время он был намного крупнее, чем большинство млекопитающих, которые были размером с мышь. Причина, по которой он заслуживает попадания в наш список смертельно опасных существ, заключается в том, что репеномам – единственное мезозойское млекопитающее, которое, как известно, ел динозавров. Фрагмент пситакозавра, предка трицератопса, был найден в окаменелом желудке одного экземпляра репеномама. 9-е место – сумчатый лев. Обитало это существо в плейстоценовой Австралии, около 2 миллионов лет назад. Его высота в холке составляла 70 сантиметров, а масса более 110 килограмм. Это животное является ярким примером конвергентной эволюции в действии. Каким-то образом этот родственник вомбатов и кенгуру превратился в саблезубого тигра, только с большими зубами. Сумчатый лев обладал одним из самых сильных укусов среди животных в его весовой категории, включая акул, птиц и динозавров. И, несомненно, это был самый высокий хищник среди млекопитающих в плейстоценовой Австралии. Его ближайшим соперником был гигантский варан Мегалания, на которого он, возможно, иногда охотился. На 8-м месте у нас находится парантроп. Древние млекопитающие были смертельно опасны не только из-за их больших размеров или очень острых зубов. Парантроп, близкий родственник более известного предка человека австралопитека, имел только большой мозг и быстрые рефлексы. Хотя парантроп питался в основном растениями, он, возможно, был способен объединяться в группы и защищаться от более крупных хищников с меньшим мозгом в плеоценовой Африке, что является признаком современного человеческого социального поведения.
Парантроп также был крупнее большинства человекоподобных приматов своего времени. В высоту этот гигант был более 1,5 метров при весе 70 килограмм. Существовал этот вид около 2,5 миллионов лет назад. На 7-м месте Пахикракута. Нам кажется, что у каждого существовавшего сегодня млекопитающего была очень крупная версия в эпоху Плейстоцена, миллионы лет назад. Например, Пахикракута, также известная как гигантская гиена, была похожа на современную пятнистую гиену, только размером в 3 раза больше. Как и другие гиены, 230-килограммовая Пахикракута, вероятно, крала добычу у более опытных хищников, но ее коренастое телосложение и острые зубы сделали бы ее еще более достойной для любого доисторического существа, возражавшего против ее присутствия рядом. 6-е место занимает Мегантерион. Смилодон, также известный как саблезубый тигр, не входит в этот список. Это потому, что более опасным саблезубым котом эпохи Плейстоцена был Мегантерион. Его длина составляла всего около 1,5 метров при весе 45 килограмм, за счет чего Мегантерион был гораздо более проворным и, вероятно, мог охотиться в скоординированных стаях. Как и другие саблезубые кошки, Мегантерион прыгал на свою добычу с высоких деревьев, наносил глубокие раны своими очень длинными клыками, а затем отходил на безопасное расстояние и ожидал, пока его жертва истечет кровью, после чего приступал к трапезе. На 5-м месте Левиафан Мелвилла. Этот род древних кашалотов, обитавших в Южной Америке 10-13 миллионов лет назад, был длиной до 18 метров. Вес этого существа был более 50 тонн. Со своими 36-сантиметровыми зубами и крепким мозгом млекопитающего, Левиафан был почти на вершине пищевой цепи Миоцена. Его единственным соперником был 15-метровый и 50-тонный мегалодон, чей статус доисторической акулы не позволяет включить ее в этот список млекопитающих. У Левиафана был самый большой укус среди четвероногих из когда-либо существовавших на Земле. Его 36-сантиметровые зубы считаются самыми большими из известных на сегодняшний день животных. 4-е место у нас занимают горгонопсы. В пермский период, примерно 280 миллионов лет назад, существовали такие животные, как горгонопсиды – крупные плотоядные четвероногие монстры с длинными саблевидными клыками и сильными задними ногами. А один из самых известных этого вида – это сам горгонопс, доминирующий хищник своего времени, который благодаря своим столбовидным задним ногам, вероятно, двигался с очень большой скоростью. Горгонопс был крупным хищным теропсидом, примерно 3,5 метра в длину, одним из самых грозных животных вымирающей пермской фауны. При охоте он использовал свои 12-сантиметровые саблевидные клыки, которые были округлыми в своем сечении. С помощью их он был способен колоть или рвать гораздо более крупных животных, чем он сам. На 3-м месте гигантский короткомордый медведь. Пещерный медведь более популярен, но гигантский короткомордый медведь был более опасным медведем в Северной Америке. Этот медведь мог бегать со скоростью 50-60 км в час. По крайней мере, короткими спринтами и вставая на задние лапы, он мог достигать высоты 3-3,5 метра, чтобы запугать добычу. В отличие от пещерного медведя, гигантский короткомордый медведь предпочитал мясо овощам. Тем не менее, неизвестно, активно ли этот гигантский медведь охотился за своей едой или был падальщиком плейстоценовой эпохи. 2-ю строчку в нашем топе занимает Бронтотерий. В отличие от других млекопитающих в этом списке, Бронтотерий был подтвержденным травоядным животным. Но что же сделало его таким смертоносным? А причина тому – прочный носовой рог и вес до 4,5 тонн, что превышает массу самого крупного носорога почти в 2 раза. В длину это существо достигало до 5 метров, при высоте около 2,5 метров в холке. Каким бы большим и опасным оно ни было, это эоценовое млекопитающее. Даже оно могло быть жертвой эндрюсарха, который был намного меньшего размера. Ну и как, наверное, вы уже поняли, лидером нашего топа является эндрюсарх. Длина этого существа была около 4 метров, от морды до кончика хвоста и весом не менее полутонны.
По мнению многих палеонтологов, Эндрюсар был самым крупным из когда-либо живших наземных мясоедов среди млекопитающих. Только его череп был около 1 метра в длину и усеян множеством острых зубов. Однако, как ни странно, этот эоценовый хищник не был предком современных хищников, таких как волки, тигры или гиены, а принадлежал к той же общей семье – парнокопытных, таких как верблюды, свиньи и антилопы. Чем же питался этот свирепый хищник? Ученые полагают, что вероятные кандидаты в рационе эндрюсарха – это гигантские черепахи и огромные травоядные, такие как бронтотерий. Существовал этот монстр около 45 миллионов лет назад. Вы посмотрели топ-10 самых опасных млекопитающих, существовавших в разные промежутки истории нашей планеты. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и обязательно укажи это в комментарии. Если это видео нравится вам, нашим зрителям, то мы обязательно продолжим серию выпусков про доисторических существ, о которых так мало известно общественности. Обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски, раскрывающие самые интересные тайны из истории нашей планеты.